Да. Ну, наверное, да. Да, я мастак вообще просто, да, понимаю. Да, понимаю, да. Ну, как бы, поэтому я тебе объясняю, что служить семье и даже грабить для жены этот мир и какие-то излишества покупать, это, ну, как бы, мавитон, это не мавитон, это что-то не то, вот, не так как-то все устроено, понимаешь? Да, да, все равно не так, потому что женщина, она нормальный тоже человек, просто женского пола, да, понимаю. Ну, наверное, она тебя дополняет, просто ты там, да, типа того. Ну, это вот, и что, ты все время расшибыть надо, что ли, что ты имеешь в виду? Про себя так думаю, просто, да. Ну да, вот. Ну, меня это не интересует. Все равно оно так разрешается. То есть это все вопрос времени только. Потому что нормально это быть не может, что ты донкоррелённый, понимаешь. Да, что когда у тебя семья, значит все, ты не мужик, это такого не бывает. Должно быть наоборот, понимаешь. Да, то есть, значит, ну, наверное, ну, не знаю я. Ну, рассказывай тогда о своих достижениях, да, понимаешь. Да, понимаешь. Это место кишечника семья, да, то есть место отдыха. То есть туда приходишь просто и все, и да, 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 нежности, может ты ее не ласкаешь, потому тебе подарки нужны, может ты не нежный просто, как бы, да, ну, наверное, то же самое, что да, просто может, понимает, не уделяешь ей какой-то, да, типа того, вот, наверное, может и так, да, недолюбленная, может она у тебя, как нехорошо, да, типа того. Да, внимание, когда ты думаешь, да, не, ну, лицо, наверное, да. Ну тогда, да, сиди тогда перед ней всегда, сиди, да, понимаю, да. Ну да, ну не в том смысле внимания в денежном эквиваленте, или в вещевом, что одно и то же. Да, я имею в виду, что все, нет, смотри, я все равно, мне надо для быта что-то приобрести, что-то более, так скажем, сносно, чтобы, потому что меня губит такой, как бы, слишком холодный быт иногда, да, понимаешь? Слишком холодное отношение к природе, ну, типа того. Ну, это не важно. Впрочем, я тут как бы тоже можно разобраться, но это не суть. Да, как бы разговора, да. Да. Ну, не важно, это и что это меняет. Да. Нет, ну, может и не губит. Просто так, я, да, нормально. Немного изнеженный ты, да, пипирник, как бы, да, понимаешь? Да, да, да. Да, типа 100 тысяч, да, типа того. Она ведь тоже живет жизнь, она не, да, то, что я, ну, если угодно, достижение только, да, понимаешь. Да, типа того, да. Да, наверное. Да, наверное. Да, да, понимаю. Ну и что, я не буду на это время тратить, ни на пьянки, ни на какие-то вылазки, ни на Новые годы ваши, никуда, да, понимаю. Семья еще в какой-то мере, да. Не знаю я, не в этом. Не знаю, у меня сейчас семьи нету, поэтому мне сейчас сложно. Это же некая условность, я просто праздность. И этого можно заслужить, по большому счету. И меня это не радует, я так скажу. Наверное, если
вот чтобы такого не было, да, ты там утешаешься. Нет, не согласен, ты все, как же мои планы, как же мои, реализация, как же, чтобы я делал что-то, да, ну, чтобы что-то, этот мир меня получил, понимаешь? Чтобы люди, да, нормальные люди, которые везде, да, то есть, да, чтобы я прожил свою жизнь, понимаешь? Оно не бывает одно из двух, ты все равно всегда, да, понимаешь? Ну и пошла нахер тогда семья, это мужеподобная, она просто, все, да, женоподобная, она поняла. А, ну да, в смысле мигерная, да. То есть правильно говорят про женщин, что женщины язвы и змеи везде, да. Понятно, да. Про это я тебе говорю, потому что надо за себя только держаться, а у тебя тело мужское только. Вот у тебя все, это все, что тебе дано от предков, от родных, от любви. То есть я про женщин тебе не говорю. Женщины, я про вас вообще не говорю, я сейчас с мужчинами говорю. Ну, гипотетически, если бы, да, то есть надо держаться только за себя. Что ты на работу, да, кто ты, да, и буквально за свое тело, которое не должен, да, понимает. Ну, типа того, да, потому что если ты тело потеряешь, все, тебя нету, то есть ты, или ты не, ну, неважно, все, ты не нужен роду человеческому, у тебя, ты просто уже, вот, просто предмет уже просто, да, ничего, да, понимаешь, ты уже как угодно можешь говорить, да. То есть, да, все остальное из уровня шизофрении, что ты, а сейчас ты будешь сидеть на облачке, все. Это бизнес из GUBAEVGENIY. Ты такой умер, и на облачке сидишь, поцелуйчики всем. Давайте сейчас всех так отправим. Особенно хороших людей возьмем сейчас. Которые, ну не хороших, наоборот, всех плохих мы уберем такие. Так вот, да. Инквизитор это называется. Поможет. Меня это не касается, я просто тебе объясняю, что это смерть просто на самом деле. Шизофрения называется. Шизофрения это, ну, знай поподробнее про это. Ну, когда раздвоение у тебя личности, раздвоение просто мнений твоих, раздвоение. Когда раздвоение реальности, как будто есть вот облачки, с которых... Это какая-то уже называется, да. Вот я тебе еще раз объясняю, что тебя вот, за себя, за свое тело и держись. Ты его до конца жизни тащить, это тренировать, чтобы он еще не в 30, не в 40 лет умер от болезней каких-то ревматических. От того, что ты не нужен обществу, да, от того, что ты сам себя еще чего-то, да. А в нужности, не как карась какой-то, который всех спрятался, а в делах общественных, да, спрятался, да, ну и что, где я спрятался, и что, ну это и сидишь там, отсиживаешься в маминой юбке, да, в инвалидности, да, то есть, ну как вот, например, представь, что ты инвалид, и что тебе государство платит там, ну, столько же, сколько сейчас. Просто так, да. Представь, что у тебя нет резона что-то делать людям. Что будет с твоей жизнью? Просто разные варианты, но скорее всего ты что-то захочешь сделать. А может просто ты сам себя съешь. То есть миру ты не нужен, что там просто личное дитя, что ли? Меня не касается. Я тебе точно говорю, что ты... Состояться надо, больше делать. Состояться еще как человек. Ну, меня не касается, да, понимаю, то есть что-то сделать, добра этим людям, миру, там, что-нибудь типа такого. По-своему скажи все об одном и том же. То есть выход в совет. Да, понимаю, да. И что я вообще-то, ну,
меня тоже быт есть. Мне тоже какие-то еду надо покупать, какую-то. То же самое, все то же самое. Даже только этого меньше может быть. Просто на поток поставить, общаешься, принес то же самое. Завязал, там, боты принесли домой какие-нибудь. С хеликоптера какие-то. Ну какая нахер разница? Вот тебя сейчас домой воду не возят, правильно? Потому что есть водопроводы. Тоже можно, тоже есть какие-то. Что дальше? Ты же сам за ней не ходишь никуда. Просто тебе объясняют, что то есть как бы это нормально, понимаешь? Поэтому ты можешь сам не покупать, можешь купить, и тебе принесет сегодня какой. Принесет тебе продукты какая-нибудь компания, которая занимается этим, да, понимаешь? Либо завтра какая-нибудь компания, которая выпускает ботов. Мне насрать вообще на это все, да. Да, то есть ты можешь даже как бы облегчить жизнь, только если ты деньги зарабатываешь на это, конечно. Меня это не волнует, да. Шнитки, что ли? Деньги там что, профессор, я не замужу. Композитор уже давно никому не касается. Это не суть разговора, так и есть вести. Я в том числе. Я просто тебе объясняю, что у меня какие-то нестандартные, казалось бы. Я просто, короче, да, ты понимаешь, короче, что может, как-то можно жить, всем можно жить, да, нет, ты все хренососы, как это объяснишь? Или что, не знаю, что я не буду этим заниматься, не Новый год праздновать, и я нормальный, чем вы все, да. Деньги тратите на семью, тем более на умру свою, которую вообще-то женщина. Потому что поэтому и думаю, что ты на деньги тратишь, а не беременеешь ее. Это неправильно, как вот мебель, за ним надо правильно ухаживать, водить. Машину свою вообще нахер не надо, гладить ее в правильных местах, там, не знаю, понимаешь? Ты домой приходишь и ничего, да, заботиться, там, все, чтобы она вообще не, чтобы у меня даже там ничего не возникало никогда, понимаешь? Может быть и так, понимаешь? То есть и не надо ничего, и ни квартиры, ни машины, и все остальное. А у вас там такие отношения, что она типа, а я тебе не дам, если ты мне машину не купишь, да? Ну это уже как бы, понятно, но это не важно, змеиный расчет. Все очень просто, понимаешь? Как бы тут возможны варианты, но в конечном счете как бы это мужская позиция, а не женская, да. Женщина, она не обязана быть змеей, то же самое, ужаснил, успокоил что-нибудь ей, пока на язык положил, зубы разнул, и как-то незаметно ее уболтал и забеременел, и все нормально, и потом ей нормально. Утешил, да, может, ну как машина, что-то может у них там где-то неполадка, что-то чуть-чуть поцеловать, где-нибудь там ручки, ножки на руки взять, там, поберечь, да, то есть, чтобы, да, понимаешь. Ну, как бы женщина, она слабая, понимаешь, и что, если она, да, это потому что ты ее не ценишь уже, наверное, да, слабая, поэтому ей нужно чувство защищенности, комфорта какого-то, да, чтобы она знала, что, наверное, так, ну, это не суть разговора, все одно и то же, просто вы не люди, видимо, какие-то, что сами вы не можете. Оно само по себе, оно бесплатное все, понимаешь? Да. И все наверное, ты придешь и еще дома лучше будет, понимаешь? Сейчас ну и наоборот, только лишней едой можно заморивать. От этого все счастливее стало, все дела, да, понятно. То есть вот оно только настоящее, когда много, да, понимаю. А это все, да. Ну и давай тогда, заработай свои деньги. Дом Корлеоне. Я это говорю. Еще раз уже все это. Это всегда будет. Просто как бы как формула, она всегда сойдется когда. Ну да, ну что ты не сделаешь. Я тоже не делаю ничего не умею. Что ты мне хочешь, чтобы я умер, что ли? Объем работы всего лишь. Это самое, как бы, тем, что действительно сложно, имеет смысл, то есть в этом мире, кто я в этом мире.
Ладно. Ну нет, он так нет, ну нет. Ладно, да. Подушка безопасности, наверное, да. Ну да. Ладно. Ну да, наверное, да. Задрот просто геморройщик, наверное, да. Да, просто к чему говорит это. Да. Все равно как-то все равно, то есть выгода все равно моя будет. Даже денежная. Couldn't find any information about that online, so I assume it's just these two. So, unfortunately, this makes the Royal Conservatory of Music the most limited in scope of some of the major worldwide music schools, like the AVRSM, except there's like the Australian Music Examinations Board, and they're located only in Australia, so those are the more regional specific ones, which is kind of too bad because the RCM is the one I'm the most familiar with of the bunch, and I talk about it a lot, so sorry if I'm leaving some of you out. If you are a Canadian music student, there is a super strong chance that you are going to be taught via the RCM. So from what I've heard from Americans, it's a little more mixed. It doesn't seem like the majority of teachers operate with the RCM there, but some do. And I mean, you can definitely still do exams and still be instructed via the RCM in the United States. It just seems to be less of like the main thing than it is for Canada. So what you see on the screen here is what I would consider to be the main independent music schools around the globe. So you have the RCM, which is the subject of today's video, and then you have two UK-based music schools, the ABRSM, what does that stand for? Associated Board of the Royal Schools of Music, and that's based out of the UK, and so is Trinity College, which is based in London. And both of those are worldwide examination centers. Many countries offer both teachers who teach these schools and also examination centers where you can be tested in these schools. And then there's the AMEB, the Australian Music Examinations Board. So a question that people wonder a lot is how does getting your grades through an institution like the RCM differ from getting like a bachelor's degree at a university or going to a musical college? Well, for starters, if you're gonna go to university and you want to take a music program, you're going to have to do an audition and an exam. So I'm not sure about like other places, but I know here in Canada, you have to, for most university music programs, you have to be able to play at a grade 8 level and like through an audition. And you need to be able to do an exam at that level as well. So if you already have done your RCM grade 8 and you've done the RCM exams and everything, then it A, looks really good on your application, and B, kind of sets you up so you can audition more easily. So that's with universities. If you're trying to get into like a specific music college, it's going to be a lot more stringent. So for example, if you wanted to get into the Glenn Gould School of Music, which is based in Toronto, you would probably want to audition at like probably an ARCT level, which is basically the highest Royal Conservatory level. The kind of a minimum grade 10 level would probably ARCT. So basically you can think of schools like the RCM as running parallel to regular schools. So at a regular school, you go to school from like kindergarten to grade 12. Sometimes they're grade 13, so sometimes they're not kindergarten, but that's like the general standard. While you do that, you can take your piano grades concurrently, so that when you're finished high school, you have like at a minimum your grade 8 RCM, so that opens up post-secondary doors to you. But at a maximum, you would have like an ARCT in piano performance, which would open up music college doors for you. But like I say this all in the context of being a kid going through the school system, and that's true for a lot of people, but I'm just saying that to illustrate the point that that's kind of how they work. They're not a substitute for university, but rather they kind of run parallel to whatever education path you're taking. So even if you're an adult and you're long past being done school, even if you're like 90 years old, you can still do the grades and go through the grades. So from a playing perspective, having your ARCT through the RCM would be similar to the skills you would develop getting your bachelor's degree in music. They're kind of equivalent. I mean, having a bachelor's degree will open up more career opportunities if that's like something you care about, but the effect of the skills you develop is the same. So the highest level of the RCM, the licentiate program, is sort of like the equivalent of a master's degree. So for example, if you want to do something like what I do, teach people music, then having a bachelor's of music, a bachelor's degree isn't required.
but it's good, it's helpful. I don't have one. I have my grade 10 in music right now, and I do have some teaching certificates as well. So that's what I do, but they do work really well together. So yeah, so they're like, basically just think of them as like parallel courses with a lot of overlap, but both are good in their own right and both work together really well. So I'm not 100% sure if this applies to the USA, but I know that in Canada, doing your RCM exams is awesome if you want a high school credit for it, so if you're a high school student. Because getting your RCM grade 6 and the equivalent theory exam gives you a credit for grade 10 high school, and then so on with grade 7, grade 11, grade 8, grade 12. You get like an actual high school credit, which is great for your applications to university. So now that we've established a lot of the basics of RCM exams, where they can be taken, how they match up to universities, and the benefits of the exams from a career standpoint, I want to talk about what the curriculum actually is. And these are just the grades people always refer to. So if someone's like, oh, I have my grade 6, they're probably referring to this. So the RCM, the main bulk of it, the grades go from 1 to 10, but there are levels before and after that. So before grade 1, there is something called preparatory level, which it's basically musical kindergarten. And then after grade 10, you have like the university level courses, which is the ARCT, which is kind of like a bachelor's almost, and then the LRCM, which is like a master's. So the average student in my studio, so this is the student who works like really hard, but their life is not all music, they do other things. They can expect to get to a grade 8 level by the time they're finishing up high school. And someone who reaches this level will be able to enjoy music for life, even if they're not like studying music in college, whatever. But then we have the competitive student. This is the one who practices all the time, and they really focus on music in lieu of other activities. Like this is their thing. And those kinds of students can hit a grade 10 level, even ARCT level by the end of high school. And these are the kind of kids who are interested in doing music on a post-secondary level, who, dream of having concert careers and so on. I don't know that I've personally met anyone with an LRCM in music. Like maybe there was 1 or 2 teachers in Toronto, so I assume like getting to this point is like a really rare level of achievement. But it's still there, and it's good to know that it's there. So what if you're not a kid? We kind of talked about this earlier, but even if you're an adult, you can still take the grade levels. And a little secret I'll let you in on is that you don't have to take every single level. You can skip grades. It's allowed. It's not like this illegal thing. So sometimes when I have adult learners or people who like have some skills but are interested in getting into the grades, we might start at say like a grade 3 level or jump in at a grade 5 level. And maybe we'll do every single grade, or maybe we'll skip some grades. But you can totally do that based on where you're at. It's not like you have to start from the bottom rung if you're already a pretty good piano player. The thing I will say is that basically from a grade 8 level on, you have to do every exam. You can't skip grade 9, you can't skip grade 10, but the earlier grades you can kind of jump around a little bit. One question I get asked a lot is, how do I know what grade level I'm at? And there's not really any hard and fast rules that I know of, but I try to assess this based on the following factors. So first of all, and most importantly, what pieces can you learn comfortably? This would be anything that you can learn in 2 weeks to a month with relative ease, like, not practicing it for 3 hours a day, kind of just like a more regular level. And this kind of changes the higher levels you get. Like if you're like a grade 9 level student, 2 to 4 weeks isn't going to be really realistic. But you should still have an idea of what you can learn within a shorter time frame that isn't really stretching you too much. It's doable. Okay, so then I want you to think about what pieces do I find difficult, but they're still doable. Okay, these are your stretch pieces, and they usually take at least several months to be able to learn well, and they take a lot more work than what you can do comfortably. The next point is, what kinds of pieces are too intense for me? These are a level or two beyond the stretch piece. So if you attempted to learn one of these, you would probably get really frustrated and make really little progress. And then finally, where's your sight reading at? You might be able to play at a level a lot higher than you can read.